Всем привет! Относительно Сыктывкара мы находимся уже за горизонтом, где мы выбрались снова на металлокоп. У нас купили топор, который мы нашли. Этот топор нашли с клеймом. Это валочный топор, типа как Онежского завода, очень похожий. Вот, выставили на Авито сначала за 1000, за 800 сторговались. Немного истории о том вообще, где живем, рядом с какими местами. Значит, вот дальше, туда 15 километров в лес, там находится Кылтово. По преданию, раньше там был домик, жил старец, который молился, был у него крест, был верующим, рядом с домом был крест. Вот, и когда он умер, жители Серегова увидели свет. Там в лесу пошли на этот свет, увидели, что свет исходит от этого креста. Вот это место послужило местом, на котором основали потом собор. Основал его Афанасий Васильевич Булычев. Это владелец был солеваренного завода в Серегово. Он основал этот монастырь чисто для женщин. В монастыре существовали единственные в Коми крае золотошвейная и иконописные мастерские. В 1918 году безбожники монастырь закрыли и открыли здесь Кылтовскую трудовую сельхозобщину, в которой трудились бывшие монахини. Затем почти все насельницы были репрессированы, осуждены. Через 5 лет община была ликвидирована, монастырские строения переданы под детскую колонию, получившую в 1924 году статус детского дома. В 1930 году детский городок был ликвидирован, его производственную базу передали в управление исправительно-трудовых лагерей. Через год здесь был создан совхоз Ухт-Печлага. Да, вот когда изучаешь историю, да, и узнаешь, как это все развивалось, то интересно даже просто ехать по этим местам. Ведь эти места, вот эта дорога видела очень много. Там был кирпичный завод. Вот, мы, кстати, сейчас туда и сходим, наверное, на место бывшего кирпичного завода. Он находится напротив входа в собор, старого входа в собор. Попробуем вот это отыскать. И там металлоискателем даже и пошурфим на этом месте. Вот такие интересные места. И таких интересных мест у нас вот вокруг Сыктывкара, во всей Коми просто сотни мест, где раньше что-то было, особенно вот эти вот исправительные ИТЛ, исправительные трудовые лагеря. Вот этот вот ГУЛАГ, спецпоселение, это было прям везде. Почему? Потому что надо было как-то осваивать недра, осваивать этот лес, вывозить, валить лес. А вот ресурсы добывать было некому. Здесь у нас в Коми в 20-е годы жило очень мало народу, и некому было это всем заниматься. Поэтому сюда поехали этапы разрабатывать эти недра, эти ресурсы. Если кто не знал, то Печора, Ухта, Воркута, Инта, они именно были, Усинск, да, они были именно созданы вот этими спецпереселенцами, заключенными, репрессированными. В 20-х годах, 1922, если не изменяет память, сюда поехали экспедиции для того, чтобы исследовать, если здесь у нас в Коми есть ли какие-то ресурсы и полезные ископаемые. Вот. И нашли под Ухтой полезные ископаемые, и надо было как-то это все вывозить. Все, создается ГУЛАГ, и пошли сюда репрессированные тысячами и тысячами. И в Воркуте было 200 с лишним тысяч заключенных, работало в пиковые годы. Это население нынешнего Сыктывкара. Представляете, какая была Воркута? Все, едем, проехали где-то 6 километров, интернета, ни связи здесь нет. Интересно, что как раньше так строили соборы, так далеко от цивилизации, что даже интернет не ловит. Мы подъезжаем, вот кто не знал, в прошлом году ударила молния в крест, загорелся купол и сгорел. Теперь монастырь стоит без креста. Там велись работы ремонтные, но, как видно, ни купола, ни креста пока нет. Вот, мы подъезжаем. Сейчас будет уже поворот направо. Я там сам никогда не был, хотя был здесь
в этом месте очень много раз. И вроде как где-то там должен быть этот завод. Так, вот сюда мы припаркуемся. Да, вот это на Кылтово идет. Мы повернулись сюда. Здесь какая-то идет даже бетонка. Борщевик. Вот такой он высокий, под 2 метра. Это не человек ходил. А видишь, какая узенькая. Оп-оп. Таня. Так, ну что, мы зашли. С собой у меня фальшфайр. Потому что здесь вот такие есть места. Ну, стоптанная вот так трава. Как будто кто-то заходит, выходит в эти ямы, в поля. Вот. Ну, зверье-то тут. Зверья полно. Хватает. Да, мне нужно сейчас определить, где у нас эта церковь. Ух, ё-моё. Ну вот дорога. Возможно, вот на этом поле, может быть, было что. Вообще, этот завод кирпичный должен быть на этой стороне. Ну, не так далеко, наверное, должен быть. Ладно, идем. Ну, тропа, да, прям такая, как будто ходят каждый день по ней. Да, вон, смотри, тут борцовка. Не знаю, кто тут реально может ходить. Ну вот мы и нашли. Не разбираюсь я в следах. Большая лапа. Возможно, волчьи. Ну-ка, мешаниных нету. Ну, следы здоровенные. Вот, смотрите, какие следы. Почему-то оса. Да, следы здоровые. Следы, да, большие. Блин, вот как определить, вот это волк или собака? Ну, честно говоря, собаки так вольно не особо тут бегают. Не видел, в домах там есть, но дома через дорогу. Ой, через реку. Да. Ну да, интересно было бы, если это ходит волк. Ну ничего, у нас сигнал охотника, и мы знаем, как отпугивать даже стаю волков. Немножко сворачиваем ближе к реке. Вот, и там ведь даже был мост. Напротив монастыря мост. И через реку стоял этот завод кирпичный. Никаких фотографий этого кирпичного завода я не видел. Вот, но он был где-то здесь. Ну, хотя это было 100 лет назад. Тут, блин, с металлоискателем. С металлоискателем тут делать нечего, да? Ну да, тут очень высоко, этого невозможно. Ага. Вон, смотрите, тут прям какая-то, видно, что идет тропинка. Вон тропинка прям такая, тык-тык-тык-тык-тык, и в лес. Вон здесь даже этот, что-то копано кем-то. Или это лепешка медвежий? Не, Нету, съел. нифига это не лепешка, это кто-то ковырял землю. А вон тут тоже все. Земля. Какая-то мура. Вот идем, в общем, туда, зашли на поле, идем вот в угол этого леса или поля. Может быть, там будет такое пространство, где выход к мосту, ну, уже к разрушенному на реке. Вот, высокая трава где-то по пояс. Вот, и постоянно здесь вот прям в поле тропки видны. Какие-нибудь лисы, что-нибудь такое. Ну, в общем, пока силы есть, только приехали, энтузиазма много. Это дым оранжевый. Прям Смотрите, какая лёгкая. по полю. Тропа такая, тоже точно лисья. И пошла туда вон. Ага. Посмотрим, где выйдем. Может, что-то удастся найти какое-то. Ну, вообще, вот эта поляна, скорее всего, где-то здесь и было. Не в лесу же ставили. Кусают. Офигеть, я здесь ни разу не был. Также иду с фальшфейером, факел красного огня. И с собой у меня еще сигнал охотника для отпугивания. А ножик я взял, или я там на сиденье оставил, по ходу дела?
Да, нож я, наверное, оставил. Отбиваться от волков. Градус очень пойдет. О, тут сам Иван-чай. Где-то метр 90, наверное. Коровку будто пасли. Вот здесь вот. Ну да, ограждение вот так вот по кругу идет. Раз. И туда. Ну, не такое уж оно и старое. Ну да, здесь, блин, здесь нереально просто. Вон даже дорога отсюда видна. Наверное, мы назад не пойдем, пойдем туда, Ну насквозь и выйдем. Это через это поле. В общем, мы выбрались. Снова на тропинку, идем обратно к машине. Копать искать невозможно, трава. Вот смотрите, прям по полю, прям красота. Едем искать связь мобильную, потому что здесь уже ее нет. Надо в поле подняться в гору, да, и там будет, чтобы созвониться нам с друзьями. Сегодня нас будет 4. Ага, вернулись мы на поле, где были 2 недели назад. Вот, и нашли мы там трак. Пойдем в то место, где нашли трак, туда, ближе к лесу. Посмотрим, что будет еще. Вон тут уже сигналы прям. Андрюха, в прошлый раз мы нашли с тобой жидкость какую-то, да, в бутылечке. А тут смотри, целый пузырек с таблетками. Первая находка, одна из первых находок, это ложка. Нет, на ложке ничего не написано. Просто ложка. Ну что, наши находки. Это плита, часть изогнутая опять. Вот такая чугунная плита, похоже. Это от печки чугунная крышка от плиты. Нашли 2 топора, но они сломаны. Вот, лежали до нас, кто-то тут шурфил. Это разных топора. Были сломаны. Тут 1962 год, а тут 1959. Ага, вижу. А тут 62-й. Да, это разные топоры. Офигеть. А этому дереву, наверное, 300 лет. Смотрите, какое огромное. Его уже спилили. Нашли кусочек топора, который был который топоры мы показывали. Сейчас примерю, на какой топор подойдет этот кусок. Вот в общем было вот так. Вот он и получился топор. Интересно, что вот этот топор уже вареный. Смотрите, сварной шов здесь. Вот, и все равно по сварному шву лопнул. И сверху, вон тоже сварка. Вот, и сохран очень хороший, 59-й год. А тот топор, который мы нашли, там просто не разглядеть это клеймо. Поэтому, вероятно, тот топор и еще старее. У нас ножницы. Такого мы еще не находили. Краски не делают. Вот, тут обломано, правда, у нее вот это кончик. Ребята, вилка. Не царская? Да нет, наверное. Не серебряная. Где там ЧМЗ-то этот? Во. ЧМЗ. Нержавейка. Надо. Короче, вот мы на такую дорогу вышли. Но здесь ничего нет. Нашли одну находку, сейчас покажу. Прямо на дороге. Короче, вот дорога. Да, обычная лесная дорога. Вот. Дождями вымывает, ручьи бегут когда. И смотрите, какие камни вскрываются. Какая красота. В общем, тут мы порассуждали, что здесь было море. По-другому никак. Ну, какой-то как будто даже благородный камень. Ну, знаешь, на что похоже? Лесовозная дорога. Но. Вот эта тема перегретая этой магмой, да. Тема. И именно вот эта магма? Ну нет, это не магма. Перегретая магмой. Наверное, да. Короче, это север. Какой может быть тут север, глушь. И смотрите, какой камушек лежит просто в лесу. Ай, меня кусают.
Ага, вот он да, тут кусал. Видите? Просто вот здесь на дороге, на лесной нашли. До моря тут, я вам скажу, 1000 километров. И то... Ну вот нашли какую штуку здесь. Раз-раз и выпрыгнула. Уголок здоровенный, крюк. Так, в общем, один предприниматель, так его можно назвать, копает, как бы разрабатывает карьер и вывозит песок. Вот он, значит, копает, и сначала плодородный слой идет, потом идет метра 3 глины, и дальше идет вот такая вот галька. Круглая, обточенная, такая же, как и морская. И когда пройдет дождь, вот это все грязь смоет с гальки. И получается, идешь как будто бы по морскому побережью. Все сплошь усыпано вот этой галькой. И это на глубине примерно 3-4 метров в лесу на севере, в тайге. Вот так интересно получается, что все признаки того, что здесь было морское дно или океан. Вот здесь, видите, тоже камень, да? Тайга, коми, лес. А отпечаток ракушки на камне. Так, мы уже втроем, значит, только-только начали выезжать отсюда. И смотрите, что увидели. Тут такая какая-то яма, разработанная человечеством. Видите, такая вниз резко уходит. Вот, и потом в лес. Ну, что-то здесь видно, что разрабатывалось, что-то тут делалось. Может быть, какая-то ремонтная яма была, что наверняка. И мы сейчас найдем какие-то интересные запчасти. Посмотрите, какой шикарный. Там уже лес. Там уже лес. И закат. Здесь солнце уже практически не светит, вот если дальше отойти. А сама деревня вся в красках. Ну, в закате. Так. У нас вечерняя рыбалка. Сейчас попробуем. Профессиональный заброс. Что-нибудь будет. Мы вниз не пойдем, чтобы не спугнуть. Как вы поняли, мы у Андрюхи сегодня на даче, и у нас снова радио. Вот, еще Андрюха сегодня взял прибор ночного видения. Мы сейчас будем его тестить на улице. Прям, ну, реально как прибор ночного видения. Выключи его пока. От чего? Глазом посмотри. Давай. Что тут можно разглядеть? Ты подрегулируй под глаз. Не, ну конечно видно. Но там так мутно. Ну так это нулевое поколение. Прибор ночного видения. А-а-а. Как ты хотел. Ну, давайте попробуем что-нибудь туда по зеркану. Не, мобильник, по-моему, не выхватит это все. Ну давай. Первое применение мультитула. Пробуем. Банку открыть. Есть необходимость. Есть необходимость, есть. Что вы скажете? По-моему, это работает. В общем, стал носить с собой мультитул. Потому что на прошлом копе он пригодился бы дважды. Я о нем просто вспоминал, но его не было. На этот раз мы взяли на коп. Обалдеть. Все. Она даже поднялась в нужную сторону. Чик. Тушенка. Высадились мы снова в Велердеме. Там, где раньше был поселок со школой. Вот, тюбик от зубной пасты или от чего-то. Что получается? Копаем. Этот сигнал надо копать, да. Что-то нашли.
Что так повернулся, не такой. Вон, А, чугунка. да. Чугунка? Ну, от печки, скорее всего. А, от печки. О, тюбик. О, классно. Что-то написано. А, нет. Еще сигнальчик. Прям какое-то место, где пошли сигналы. То было И пусто. кирпичи. И кирпичи. Значит, сейчас достанем Кость. кость. Да, чья-то. Димка! У-ху! Плита. Ну, какая-то жестянка. Фига себе. Не жестянка, а лист. Ну, килограмма 3, да, весит. Прикольная такая. Какая-то крепежная пластина была и болты сгнившие. Что-то прям место пошло. Ох, опять что-то большое. О! Засов? Ну, типа да. Чикс. Закрыл дверь. Если к нам пришел. Немного металла. Минут Килограмм 10. 10 назад проехал УАЗик. А так в округе никого. И прибежал пес. Ну, вон он. Смотрит вдоль дороги. И пошел туда. О! Есть! Находка, целая крышечка от печи. В идеале. У-у-у. Печная дверка. Еще с динозаврами. Смотри на рисунок. Сейчас будем очищать. Так, ее надо чистить аккуратно, она в идеале. Да. Ты ее куда? На этот тогда? Музей? Музей. Офигеть, у нее даже все прям, все чистенькое. Еще бы год найти какой-нибудь там. О, это реально римская. Это, короче, римляне. Да. Это кони римские. Ты коней с римлянами-то не перепутал? Есть. Находка, целая крышечка от Абсолютно печи. В идеале. У-у-у. Печная дверка. Еще с динозаврами. Смотри на рисунок. Сейчас будем очищать. Так, ее надо чистить аккуратно, она в идеале. Да. Ты ее куда? На этот тогда? Музей? Музей. Офигеть, у нее даже все прям, все чистенькое. Еще бы год найти какой-нибудь там. О, это реально римская. Это, короче, римляне. Да. Это кони римские. Ее надо чистить аккуратно, она в идеале. Чистим. Смотрите, какая. Это просто музейный экспонат. Тракторная бригада найдена. Нашли болт. Так, а где у нас находочки? Короче, там какая-то находка. Типа от какой-то техники. Сейчас идем смотреть. О! А что, не хватает только дна, да? А так горшочек. Легонький. Ух, какой горшочек. Экспонат. Клеймо похоже на цифру 40. Ага, классно. Дверная петля СССР была выкопана. Когда уничтожали какие-то дома? Тут было много домов и частных, и, ну, как эти, на 2 семьи дома такие, знаешь. Ну, да, у нас даже в Нижнем Чове есть такие. Их когда уничтожали, их, чтобы люди не оставались, просто сразу с землей сравняли и все. То есть прям даже составленными вещами, совсем вместе взятыми. Просто чтобы уничтожить, чтобы здесь не жили. Да, чтобы здесь не оставались. Да, интересно, как здесь оставаться, если здесь что-то не видно даже столбов. А, ну так же столбы снесли просто, да, электричество же наверняка было. Ой, может быть, электричества даже и не было. А, Ты не забывай, поселок этот, наверное, с 30-х годов. да. А раньше что, бочку керосина привезли, все. В селе на месяц светло от керосина в домах. М. Здесь что-то, да.
делаем поиск. Рвешь ее на две части вот так вот. Угу. Поднимай. Методом исключения. О, Вот. все. И это полураспад называется. Все, тут нету. И тут И нету. тут нету. Значит, вот. Значит, на в земле. третьей части. Стабильный сигнал, да? О, вот это уже опять же от какого-то засова. Тут видишь, тут шире. А, Давай, здесь, да, она хороший сигнальчик. с одной стороны шире, с другой стороны уже. Написано, там еще один в куче. Здесь что-то еще какое-то. Ну вот, там такой же был тюбик вот около леса. Я только не смог прочитать, что это. Одно и то же производство и всего такого. Так, сейчас я. Питательный для жирной нормальной кожи. Монета! Крем. О, монета. Монета, монета, монета. Есть. 49-й год. Смотри. Ну-ка, дай-ка на свет. Вот так? Да. Копейка. 1949 Он пустит вас по бороде. СССР. Вот тут антиквариат. Что-то там. А это лошадиная упряжь. Это находка, кстати, крутая. Это пряжки, да? Это Классно. крутая находка считается. Элемент лошадиной упряжи. Ну вот, теперь у тебя есть в находке кольцо. Это можно брать. Бери. Брать. То есть это. Гвоздик. Так конский, все правильно. Все правильно. Наличие этого гвоздя и куска этой упряжи подразумевает, что кто-то конягу держал в хозяйстве. Угу. Осталось найти подкову. Осталось найти лошадь. Лошадь. Кусок. Скованный гвоздик. Очень огромный. Таким можно было, наверное, дом строить. Можешь Кто думает, что кузнечики милые животные. Смотрите, как он кусает за палец. Вот. О, видали? Перчатку захватывает, его тянешь вместе с перчаткой. Он еще при этом какой-то яд впрыскивает. Видишь, всю перчатку изговнил. Ну, как собака кусается. Вот у него 4 клешни, по-моему, там. Ребята, у нас находка. Опа! Плита. Печная плита. И какая толстенькая. Плотная. О, килограммчиков 5. Такая маленькая, а плотная. А покидай пока сюда, сейчас я сниму. Это от кошелечка. Вот эти. Вот у него ушки даже здесь есть. Мощная? Нереально. Нереал. Опа! Пластина. Офигеть. Это землей. Вот она. Вот она. Вот она. Смотрите. А под... Не могу под нее. Ага, ага. Плита. Снова плита. Может, не плита. Может, это. Трак. Вон. Ух ты, там много выкапывать. Давай, я буду копать. Копайте. Что, поснимать, как вы копаете? Не, я так. Так ты не выкопаешь, надо в ту сторону копать. Там большая плита. Мы ее нашли. Край не видно, или край нашел. Пока нет. Под край лопату запихиваешь и чуть-чуть кверху так раз, раз. Короче, ребята, у нас канализационный люк как будто бы здесь. Это просто гигантская плюшка. Смотрите, какой толщины. Это какое-то кольцо здоровое. Эта плюшка
побила рекорд сегодняшнего копа. Рекордсмен по весу и по загадочности. Что же это такое? Ну что, практически уже рядышком. Угу. Давай я это беру. Ну, круглая, да. Ребята, мы все еще копаем. Что-то грандиозное. И она никак не поддается. Даже просто пошевелить пока не получается. Вот сейчас мы ее почистим. И смотрите, размер, во-первых. Во-вторых, вот это... Скорее всего, тракторный каток. Да, а представляешь? Сломать интригу. Чтобы там не было торсионной подвески еще прикреплено. Можно вот чуть-чуть, вот полминутки так поснимать, там уже включено. Вон этого поснимайте. Так потом, если поцарапаешь, экземпляр в музей не примут. Конструктив сломаешь. Короче, это ствол от пушки стоит дульным срезом кверху. Ну, Закончилось? вот такая штука выскочила. Ну, не знаю, килограмм 10-то она, наверное, есть. На ногу. Ага. Интересно, а где остальные части? Слушай, это пробка, это не надо, она Большевато, да? Эвольвентная же, да, шестерня получается? Надо вспомнить, что детали машин забыл. Да, что-то тяжеленько. Вот это нормально. Находка! На этот раз цепь. А что там с замочком? Ага. Ага. Метр, полтора. Почти 2. 2 метра цепи. Сколько метр цепи в магазине стоит? Такой, рублей 300. Смотрите, что нашли. Самолет. Да, банка сложена в виде самолетика. Не знаю, так получилось или все-таки кто-то сложил этот, как самолетик, и получилась игрушка. Попили воды, загрузили металл в машину, вышли на вот эту сторону противоположную, которая у реки. И уже нашли топор, но ломаный. Сейчас посмотрим, клеймо. Топор. А клеймо видно? Вот здесь вот какая-то отметина есть. Ага. Здесь, видимо, оно и есть. Да. Не закопал. В этом месте где-то 2-3 недели мы находили подковы. И вот что мы увидели сейчас. После нас кто-то копал, каким-то таким прямоугольником выкопал. Ровным прямоугольничком. Что тут искали, непонятно. Хотя здесь мы металлоискателем проходили. Вот какая-то пластина тут еще. Типа тоже как от рессоры кусок. Ровным прямоугольником. Хоп. Ну да, видно, что прям вот выкапывали ровно, плюс-минус на одинаковую глубину, квадрат. Раз, два, 3 на 3 примерно. Кидали все вот так в бок. И все. Каких-то следов, чего бы тащили, волокли отсюда, там что-то большое, если выкопали. Ничего такого нет здесь. Вот. Показываю. Тут машинка. Здесь где-то подкову нашли. Тут где-то подкову нашли. А самое главное, трудозатраты на это шурфление ни хрена не окупаются даже десяткой найденных советских монеток, да? Ну это да.
что они тут искали и почему так не глубоко копали, вообще непонятно. Угу. Ключ. Идем мы к реке. Невозможно, жарко, хоть и середина августа. Вот, к реке охладить ноги. Ну и так, охладиться. Где-то Андрюха говорит, здесь есть подход хороший к реке. Двигаем. Классно. Классненько. Мы охладились. Зашли уже наверх опять на берег. Здорово прошлись. Вот этот участок, вот этот. Вот. И сейчас смотрим, что тут открылась новая полянка. Это как раз лесок, который скрывал эту поляну. И там за этим леском дорога. Машина стоит. Вышли мы. На том поле не было ничего. И тут у нас сигнальчик. Рядом уже. Да. Жестянка, да? Жестянка какая-то. Не, какая-то жестянка небольшая. Еще был уголок 60 на 60. Сейчас я иду за плитой. Здесь где-то нашли. Так, ну вот, нашел я эту плиту. Вот такого размера она. Сейчас взвесим. Так, ну, килограмм 8 точно есть. Максимально большое зубило. Такого размера. Ага, и вторая какая-то там штука. А, ну вот это. Не, это от музыкального инструмента. Штучка. Да? Это прессовка какая-то. Ага. Ребята, монетка! Двадцатая монетосик. Все. Я на этот год свой план поисков выполнил. 20-я монетка. 100-500 штук их найдет. О, так это 35-й год. 35-й, да? Это у нас получается 65, 85, 88 лет. Главное, что она у меня по детектору вообще слабо-слабо сигналила. Вот у нас еще находки. Это еще одно зубило. И ну, какая-то железяка толстая, где-то сантиметр толщины. Хочу сказать, что мы сначала остановились там, прошли вот это поле, вернулись. Потом зашли вот здесь. Вот там мы зашли. Где? Потом вот там мы зашли, прошли по реке, вернулись по дороге к машине. И в итоге монету мы нашли вот здесь, в 20 метрах от машины. Так, ну что, мы закончили копать в местах Кнешпогосского района. Поехали домой, устали уже что-то за 2 дня, жара вымотала этот августовское солнце. И решили заскочить еще на карьеры. Это уже ближе к Сыктывкару. Ну что, первая находка, что-то есть там, пищит. Что это? А, трос такой, да? Троса есть, значит и остальное есть. Какое-нибудь такелажное приспособление. У нас находка спустя где-то 20 минут. Сейчас посмотрим. Ага. Чуть-чуть копнул. Ну да, здесь скорее всего ролик был. Типа от какого-то подъемного механизма. На тебе одну. Ну вот, берем ее. Да, 2 кг.